Доктор Тан Кайфен уже более 20 лет ежедневно лечит своих пациентов от бронхита, гипертонии и множества других заболеваний. Вот только вместо таблеток и обычных процедур он рекомендует им курс огнетерапии и выписывает отвары, приготовленные из женьшеня, лотоса, скалопентры или даже нескольких грамм желчи настоящего медведя. Добро пожаловать в Пекин. Это жизнь других. Фраза «Made in China» известна во всем мире, а вещи из Китая есть практически в каждом доме. Но что мы знаем о китайцах? Как они живут? Я лично очень мало. Пришло время все узнать. В Пекине проживает более 21 миллиона человек. И если бы я здесь родилась, то в семье, например, Ли Донгдю, молодой воспитательницы детского сада, которая водила бы меня в сад, в котором работает сама, после чего отдала бы меня в школу кунг-фу. А когда бы я выросла, нашла мне подходящего жениха для замужества и создания семьи. Либо же моими родителями могли бы быть Чао Ляпин и Хэн Чи Фэй, с которыми я бы жила в роскошном пентхаусе, ела бы китайские деликатесы, а в случае болезни лечилась бы с помощью традиционной китайской медицины. А возможно, я была бы дочкой Лиу Нин и Лиу Цзиньбо. Была бы единственным ребенком в семье, совмещала бы учебу в школе с множеством дополнительных занятий, чтобы в будущем стать успешной и помогать своим родителям на старости лет. Но кто бы ни был моими родителями, на свет я бы появилась в одном из роддомов Пекина. Роды везде платные. В государственных больницах они стартуют от 4000 юаней, в то время как в самой обычной частной клинике они будут стоить от 24 тысяч. Но некоторые женщины готовы переплатить. Изначально я планировала рожать в государственной больнице. Но из-за очередей в 500 человек каждый мой поход к врачу занимал до 6 часов. Поэтому я выбрала частную клинику. Тут все комфортнее, быстрее и персонал более заботливый. Но не все женщины рожают в частных клиниках, даже если могут себе это позволить. Если врач видит, что есть риск неблагоприятных родов или каких-либо осложнений, он может запросто направить женщину в государственную больницу. Ведь во многих из них оборудование лучше, и в них окажут более качественную помощь во время родов. Вот вам и парадокс. Государственные клиники Пекина оборудованы намного лучше частных, более комфортабельных. Но ради здоровья ребенка можно от комфорта и отказаться. Но есть еще один момент, с которым столкнутся абсолютно все женщины в период беременности. На самом деле роддома в Пекине практически ничем не отличаются от любых роддомов в мире. Но единственное, если мы перед рождением ребенка хотим сделать ремонт в комнате, например, у него голубенькую или розовую комнату, купить одежду ребенку, платьице или ползуночки голубенькие, и в конце концов выбрать имя ребенку, то здесь, в Китае, этого сделать никто не может до рождения ребенка, потому что пол ребенка вы никогда не узнаете, и вам этого категорически никто никогда не скажет. Представляете? Чтобы избежать прерывания беременности, законом запрещено говорить родителям пол их будущего ребенка. Это связано с тем, что многие не собираются иметь двоих и более детей, и для них крайне важно, будет ли их единственный ребенок мальчиком или девочкой. Несмотря на то, что в Китае давно отменили закон «одна семья, один ребенок», многие семьи предпочитают направить все силы и средства на воспитание одного ребенка.
Китайцы уверены, что девочки после замужества покинут семью, и от них и стакана воды не дождешься. А мальчики же будут кормильцами и надежным тылом для своих родителей на старости лет. И пока одни пары не заморачиваются на этот счет, некоторые тратят баснословные деньги, чтобы слетать на УЗИ в другую страну. Ведь местных врачей за длинный язык могут ждать неприятные последствия. В случае разглашения пола ребенка может дойти до того, что врача попросту лишат лицензии. Но все зависит от обстоятельств. Кто-то может ограничиться простым штрафом. Стандартный декретный отпуск в Китае длится 90 дней. И по его истечении, если ты не возвращаешься на работу, то можешь потерять рабочее место. Многим приходится просить родителей посидеть с ребенком, либо же искать няню, которой надо будет платить в месяц от 5000 юаней. Но Ли Донг, например, смогла совместить свою работу и воспитание ребенка. Ли Донг 28 лет. Она работает воспитателем в частном саду и в месяц зарабатывает 6000 юаней с учетом налогов. Частные детские сады – настоящее спасение для работающих родителей, ведь они берут детей от 1,5 лет, в то время как в государственные раньше 3 лет не попасть, но и стоимость будет соответствующая. Цена первых стартует от 2000 юаней за месяц, а государственные стоят примерно 300-400 юаней. В частных садах детям уделяется больше внимания. Группы по 5-6 человек и в каждой по 2 воспитателя. Питаются и спят малыши в тех же помещениях, в которых проводят занятия. В каждом из них обязательно установлены кондиционеры, которые, вот честно скажу, дуют очень сильно. Из-за сильной жары на улице мы вынуждены охлаждать помещение, иначе просто невозможно тут находиться. Но стараемся с этим делом не сильно переусердствовать. Тут все-таки дети. Ну, на самом деле, правда, комфортно, честно говоря. Так не очень холодно, но мне все равно дует. А чему вы учите детей? Вообще, вот вы прививаете им какую-то культуру? Потому что я вот часто вот вижу, что в Китае принято абсолютно нормально, когда люди на улице плюются. Вот это нормально? Или вы учите детей, что это не очень прилично? Мы им говорим, что это плохо, и так делать нельзя. Обучаем их культуре поведения в обществе, ну и, разумеется, учим с ними цифры и иероглифы. Я обратила внимание, что у вас все воспитатели очень молодые. У нас очень много малышей, и с ними надо быть очень внимательными. Взрослым людям лет 40 трудно работать в такой обстановке, и они очень быстро устают. Ну да, а я в своем возрасте работаю. На секундочку, не устаю. Период детского сада, пожалуй, самый беззаботный в жизни каждого пекинца. Ведь в 6 лет приходит время идти в школу, и тогда каждому из них придется немало попотеть. Учебный год в каждой азиатской стране начинается кому когда угодно. В Сингапуре, например, он начинается в январе, а в Японии идут в школу с первым цветением сакуры в апреле. Но вот в Китае первый звонок звенит в старое доброе 1 сентября. На протяжении 12 лет все пекинцы получают среднее образование. В каждом классе учатся минимум 30 учеников, которые в первой половине дня обязательно изучают основные предметы. Например, китайский язык. После чего в 12 часов обязательно обедают, отдыхают и восстанавливаются. Ведь с 14 и до 17 часов их ждут такие уроки, как рисование, пение и физкультура. Причем в некоторых школах ученики усиленно занимаются, чем бы вы думали, кунг-фу. Я раньше, честно говоря, кунг-фу видела только в мультиках и по телевизору. Никогда не видела вот так вот по-настоящему, как это все делают. Осторожно, дети. А тут у детей это реальность каждый день 4 часа. Да, молодец, молодец. Класс. Ой, пришибет малыш сейчас меня. Я так не любила физкультуру, а вот такую физкультуру, мне кажется, я бы любила. Так, Из-за большой конкуренции родители стараются дать своим детям самое лучшее и качественное образование. Поэтому, несмотря на то, что государственные школы до 9 класса бесплатные, в Пекине особой популярностью пользуются частные школы кунг-фу. С
1 по 9 класс образование в школе кунг-фу стоит 23 тысячи юаней, а последние 3 года обойдутся в 25 тысяч. В эту сумму также входит форма, питание и проживание в общежитии. День в такой школе начинается в 6 утра. И до самого отбоя дети тренируются и учатся, не покладая рук. Вот в этих комнатах дети живут. Их тут живет вот по 8 человек. Утром они встали, должны заправить свою кровать, чтобы она прям была такая вот чистенькая. Видите, аккуратненько одеяло, прям все сложены. Видите, вот Ливанчик тут еще остался один, уже все уже ушли, а он тут один остался. Сейчас его обо всем расспрошу. Интересно же? А вам много задают домашнего задания? Немного. Я очень быстро его делаю. А ты когда со школы возвращаешься? Когда вот у тебя свободное время есть? Его почти нет у нас. До 8:30 учеба и тренировки. Потом только успеваю почистить зубы и спать. Вставать же рано. А скажи мне, если вдруг вы не слушаетесь или не сделаете домашнее задание, вас могут учителя наказывать? Может быть, вас могут бить линейкой? Нет, никто нас не бьет и не наказывает. Из-за плохих оценок или поведения нас могут только поругать. Но не всегда школьникам в Пекине так везло. В мои школьные годы учителя запросто могли дать подзатыльник за плохое поведение или оценку. А линейкой по пальцам вообще через день получал. А у вас есть телефон? Ты можешь домой позвонить маме? Телефонов нет ни у кого. Могу попросить телефон у учителя, если прям очень надо позвонить родителям. Но делаю это редко, я уже взрослый. Ты не скучаешь по дому? Не хочется тебе домой? Поначалу скучал, а сейчас привык. Каждые 2 недели на выходные все ученики едут домой. Все остальное время они находятся в школе. Исключением является только болезнь. В таком случае родители забирают ребенка до полного выздоровления. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я мечтаю стать ученым-изобретателем, зарабатывать много денег и помогать своей семье. Боже, молодец. Вот, понимаешь, вот человек в 11 лет и уже так мыслит. Как же важно во всем уметь находить свои положительные стороны. Как мы видим, получение востребованной специальности – это цель жителя Пекина еще с самого детства. Без диплома и высшего образования ты можешь забыть о работе в большой корпорации. Вместо чистого, прохладного офиса будешь всю жизнь на душном рынке разделывать и продавать жаб. Поэтому, мечтая о лучшей жизни, 90% выпускников поступают в университеты. В Пекине расположено более 60 крупных вузов страны. Чтобы поступить в университет, школьники сдают общегосударственный единый экзамен, который определяет их шансы на поступление в вуз. Я учусь в Пекинском университете. В год за свое обучение я плачу 5000 юаней. И в эту сумму входит также проживание в общежитии. Правительство и ведущие компании страны заинтересованы в квалифицированных кадрах, поэтому существует множество грантов и стипендий. Но конкурс на них очень велик, поэтому поступление даже на платное отделение – праздник для всей семьи. Диплом об окончании университета в Китае – это гарантия твоего счастливого и успешного будущего. Поэтому я и многие мои одногруппники прикладываем максимум усилий для его получения. Да уж, учитывая количество людей, проживающих в Китае, нужно стараться не просто на максимум, а выжимать из себя все соки, чтобы быть первым. Ведь конкуренция тут… О, мама, не горюй. В свое время, чтобы получить образование и в будущем хорошо зарабатывать, доктор Тан Кайфен учился днем и ночью. Специалисты его уровня зарабатывают от 10 до 30 тысяч юаней в месяц. Вот только больницы, в которых они работают, не совсем обычные. Иглоукалывание, массаж, фитотерапия, огнетерапия – это не услуги спа-салона. Это назначение врача в клинике традиционной китайской медицины. Вот так. Доктор специализируется на огнетерапии и может поставить диагноз по пульсу. Ежедневно он лечит десятки людей с помощью традиционной китайской медицины.
Скажите, а где вы учились, чтобы вот так по пульсу понимать вот так здоровье человека? Вот все доктора заканчивают медицинские университеты, по анализам крови, там, мочи могут говорить про состояние человека, а вы просто пульс потрогали и сказали, что вот не надо. Во-первых, я закончил университет традиционной китайской медицины. А во-вторых, я из династии врачей, которые также многому меня обучили. А скажите, то есть вам вообще не нужны никакие анализы? Я не знаю, ну как вот вы по пульсу можете понять состояние щитовидной железы, там гормонов каких-то, вот даже анализ крови вообще вам не нужен? Если вы хотите проверить состояние определенного органа, то вам лучше обратиться к западной медицине. Мы же рассматриваем состояние организма в целом. Я без проблем могу принять человека с полным пакетом анализов и все расшифровать, но это лишнее. Я определяю все пульсовой диагностике, по языку, на котором проецируются все внутренние органы, и общему состоянию пациента. По 3 точкам на левой руке доктор проверяет работу сердца, печени и почек. А по 3 точкам на правой – работу дыхательной и пищеварительной систем, а также общее течение энергии в организме. Так, вот вы понимаете, для того, чтобы узнать, чем человек болеет у нас, нужно пройти все круги ада, сдать все анализы, кровь из пальца, из вены, вообще все. А тут, для того, чтобы узнать, чем ты болеешь, есть пульсовая диагностика, вот, которую мне доктор делает. Я вам не мешаю, доктор? Он вот слушает мой пульс и сейчас скажет все, чем я болею. В общем, вылечит меня, и буду я вести всю оставшуюся жизнь вам программу. Ничего не сможете от меня отделаться, потому что я буду здоровая. Так, я переживаю, когда у доктора серьезный вид. Доктор, все хорошо? Может, он думает про свое, про что-то, понимаешь? Мы же не знаем, что сейчас происходит у человека. Ну что могу вам сказать, Жанна? У вас повышенная сырость в организме. Готов поспорить, что, когда вы просыпаетесь, то нет ясности ума, и вы не чувствуете себя отдохнувшей. О, у меня ясности ума очень часто нет, да. Так, а что делать? Рекомендую вам курс огнетерапии и курс трав. Болезнь как рукой снимет. Раз врач говорит, что надо, будем действовать. Я говорю. И вот так в течение 50 минут меня все поджигали и поджигали. О, только, друзья, не повторяйте эту процедуру в домашних условиях, а то вместе со скорой помощью придется вызывать еще и пожарных. Оно вам надо. Цены в нашей клинике доступные. Прием у врача обойдется 80 юаней, а одна процедура огнетерапии стоит 450. Также в клинике лечат с помощью иглоукалывания, прогревания полынной сигары и прочих экзотических процедур. А состав лекарств больше напоминает рецепт зелья. Только послушайте. Высушенные рептилии и насекомые, редкие виды ягод и даже желчь настоящего медведя. О! Многие из нас с удовольствием пользуются традиционной медициной и не признают другого лечения. Поэтому сушеной скалопендрой нас не напугать. И это неудивительно, потому как рацион питания пекинцев не менее оригинальный. А чтобы вы своими глазами увидели, о чем идет речь, предлагаю заглянуть в супермаркет. А тут в супермаркете можно купить и рыбу, и ракушки, и вон мальков каких-то живых, рыбки и карп обыкновенные. Вот раки, пожалуйста. Вот черепаха, видишь? Змеи. Представляете, змеи. Вон там разделывают жабу на обед, ну мало ли, правильно? Тут вот и рыба какая-то, мелкие ракушки, какие-то пузыри желчные. Ой, в общем, короче, одна экзотика. Представляете, на обед змею с жабкой. Не желаете ли? Надо узнать рецептик, а вдруг вкусно. И это, чтобы вы понимали, самый обычный пекинский супермаркет. Цены на все указаны за полкило. Например, жабы обойдутся в 13 юаней, змеи по 40. А вот за полкило черепахи придется заплатить 50 юаней. Товар расходится на ура. За день лихун
продает несколько десятков жаб и около 15 кило змей. И это не считая всей рыбы и моллюсков. Она работает 5 дней в неделю и в месяц зарабатывает до 3000 юаней. На вопрос, что из этого разнообразия она любит сама, отвечает, не раздумывая. Обожаю жабьи бедрышки. Просто пальчики оближешь. Надо бы и мне попробовать. Хотя нет, не буду. Лучше посмотрю, что тут у них есть еще. В супермаркет в Пекине люди приходят так же, как и мы, чтобы купить овощи, фрукты, хлеб, мясо, яйца. Ну, то есть все, как и обычные люди. Но есть товар, который меня очень сильно удивил. Идем покажу. Рядом с обычными куриными, гусиными и перепелиными яйцами в самом центре прилавка есть ранее незнакомая нам версия знаменитого продукта. А скажите, а что это за яйца? Это они какие-то прогнившие у вас? Это утиные яйца, которые пролежали в соли месяц. То есть ты их покупаешь, уже не надо их варить? Можно хоть сейчас съесть его. А чаще покупают вот такие же готовые или сырые, свежие куриные яйца? Свежие, конечно. Но их же можно и жарить, и варить, и что, и смяточку, и вкрутую, и омлет, все, что хочешь. А вот это выглядит, честно говоря, отвратительно, и мух надо отгонять здесь. Ох! Но и это еще не все. Смотрите, он сейчас еще показывает еще яйцо. Одно черное яйцо, вы понимаете уже? То есть это тоже готовое яйцо, да, а оно сколько? Оно тоже в соли лежало? Или почему оно черное? Почему оно черное? Это яйцо несколько месяцев пролежало в смеси золы и извести соды и соли. Да вы что? Ничего, его тоже вот так вот прямо есть надо? Просто? Да. Полкило этого удовольствия под названием «столетние яйца» стоит 10 юаней, в то время как обычные свежие яйца продают по 4,40 за тот же вес. А пахнет оно как обыкновенное отварное яйцо вкрутую. Правда. И вот так вот и китайцы покупают эти яйца, домой приносят уже готовое, разрезала и съела, и гостям предложила. И все счастливы и рады. Мы любим столетние яйца. Возможно, они имеют слегка неаппетитный вид, но поверьте, это очень вкусно. После того, как я пообедала старой доброй яичницей, я отправилась в гости к кинорежиссеру Хэн Чифэю в его роскошный пентхаус. Пара решила, что детей они не хотят, так как на момент знакомства у Хэн Чи уже был взрослый сын от первого брака. Как живут и строят свой быт представители элиты Пекина, сейчас я вам расскажу и покажу. Если вы хотите почувствовать себя ненадолго настоящим китайцем, попробовать местную кухню, увидеть знаменитую китайскую стену и не только, компания China Travel организует незабываемый отдых в Китае, а также поможет с бронированием билетов и отелей, оформлением виз и организацией экскурсий на любой вкус. Вот так вот приезжаешь на своем лифте на 27 этаж. Ого, и вот попадаешь сразу в квартиру. Боже мой, потрясающе. Еще, ага, тут улица, чтобы вы понимали. То есть это так все оформлено, что ничего даже не понятно. Огромная квартира, 300 квадратных метров. Такие старинные шахматы. Женщина, как всегда, держит на себе стол. И, боже, посмотри, кто тут сидит. Привет! Привет! Привет, какая... Ой, иди ко мне, моя собака, посмотри, какая... Идем, будем смотреть дом, да? Ты хозяйка? Какая смешная собака. Так, значит, тут мотоцикл, сразу охрана. Ой, посмотри, какая интересная стенка. Вся в плитках из лиц. Ты видишь? Кто там орет у тебя? Так, в доме, а? Идем посмотрим. Посмотри, что тут творится. Это огромные... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 попугаев. Посмотри, какой. Ты видишь? Ой, собаки, попугаи. Обалдеть. Ничего себе. А какой он белый, красивый. Хорошо, все, молчу. Значит, кричат. И смотри, знаешь, чтобы не кричать, да тише. Я все поняла. Чик, ночь. Все, ребята, все спим.
Квадратный метр такого жилья стоит от 70 до 80 тысяч юаней. А на коммунальные услуги хозяева тратят ежемесячно 100 юаней на воду, 1000 на электричество и 7 юаней за квадратный метр – это обслуживание территории возле дома. Ой, тут еще прямо в квартире выход в летний сад. Сейчас мы посмотрим, что это такое летний сад по-пекински. Ого! Какая красота! Ребята, Пекин, 27 этаж, летний сад. Ой, Сережка, посмотри, какой шикарный фонтан. Девочка-балерина. Так жарко, так аж хорошо. Вот садовник занимается своими делами. Видишь, тут грядки. Что-то у них прямо растет на грядках. Тут же и стол. Столько всего много, что аж прямо как-то аж не верится, что ты прямо в городе находишься. Но самое главное, чувствуется с любовью и с хорошим вкусом сделан дом. Богачи в Пекине, конечно, живут на широкую ногу. Обязательно сегодня загляну к малообеспеченным семьям, чтобы понять, насколько велика пропасть между этими двумя классами. А пока я ходила по квартире, больше напоминающей музей современного искусства, домработница приготовила легкую закуску. Ну, столетними яйцами и жабами нас уже не удивишь, а вот утиные головы и куриные лапки – о, это что-то новенькое. А вот это что такое красное? Это же вообще какие-то куриные ноги, лапки куриные. Это уже готовый продукт тоже, да? Все с пылу с жару. Куриные лапки – это чистый коллаген. Угощайся, Жанна, и кожа будет как у младенца. Вы их прямо едите, прямо с когтями едите? Все съедобное и очень вкусное. Очень оригинальное, так хочу сказать. Но вообще у вас все оригинально. И дом у вас невероятно красивый. И у вас и собаки, и коты, и попугаи. Ну, я знаю, что вы дизайнер, да, а вы режиссер. Мне интересно, про что в Китае последнее время чаще всего снимают фильмы? Сейчас я снимаю исключительно детское кино, но многие коллеги любят делать кино на патриотические темы. Какой у вас рабочий день? Не мне тебе рассказывать, что в нашей сфере график напрочь отсутствует. Я не только снимаю кино, но и пишу к нему сценарии. Подготовка может затянуться на полгода, около месяца потом снимаем и еще пару месяцев готовим кино к выходу. Как сказывается на отношениях то, что вот муж все время занят? Мы безумно любим друг друга, поэтому никакая работа нам не помеха. Ну, у вас такой красивый дом на самом деле. А какая вещь у вас в доме самая дорогая? Вот что вы приобрели такое, что стоило сумасшедших денег? Покупая что-то, мы никогда не смотрим на цену. Но, пожалуй, самой дорогой покупкой был стол, за которым мы сейчас сидим. Мы купили его в Париже за 120 тысяч юаней. Но как бы дорого ни стоили вещи, мы не сдуваем с них пылинки, а пользуемся ими и получаем удовольствие. Да, это прекрасно, когда ты можешь пользоваться этим, и это очень хорошо. Я так потрогаю хоть чуть-чуть. А у вас тут в доме с вами еще проживает сколько человек? Только мы вдвоем. Ну, я видела, у вас и домработница есть, или они просто приходят на работу, они не живут тут с вами? Они все живут в нашем доме, но в другой квартире, которая тоже принадлежит нам. А вы как ее берете из агентства, или вы как-то это знакомое? Как вообще устроиться вот домработницей в Пекине? Это сложно? Мы не пользуемся услугами агентства, мы больше доверяем личным рекомендациям. Вот, например, наша домработница из семьи известных поваров, и она постоянно радует нас своими кулинарными шедеврами. Ну я уже заметила, что у вас очень оригинальный обед, конечно, и это очень прекрасно. Домработница, водитель и садовник в месяц зарабатывают по 7,5 тысяч юаней. Учитывая, что один сценарий Хэн Чифэя может достигать 300 тысяч юаней, а режиссерская работа до 1 миллиона, они с женой могут себе это позволить. Супруги познакомились через общих знакомых и полюбили друг друга. Но не у всех пар в Пекине судьба складывается так же. Если вы пекинец и вам немножечко за 30, а до сих пор вы еще одиноки, то мне сказали, что нужно идти на рынок женихов и невест. Представляете? Сама не представляю, что это такое. Очень интересно посмотреть. Идем.
Так, выбор что-то невелик сегодня. Видимо, в Пекине закончились женихи и невесты, и всех переженили. Но вот Либо еще не теряет надежду. Каждый день он приходит в парк и пытается подыскать достойного спутника жизни для своей дочери. А где ваша дочка сама? Она сейчас на работе, да? Она с утра до ночи трудится на работе, света белого не видит. Но ведь она же может на работе познакомиться с кем-то. Нет, это сложно? На работе уже у всех есть жены и дети, а дочери моей 36 лет. Если я ей не помогу, то так и будет в девках ходить. 36 лет дочки, она еще замужем не была, да? Ну, в принципе, это еще не приговор. Вы знаете, 36 лет еще нормально выходит замуж и самостоятельно. А какого вы жениха хотели? Чтоб работящий был и детей хотел, этого будет достаточно. Так она, знаете, сейчас же есть интернет, и в интернете можно знакомиться. Знаю я этот ваш интернет. Дочь уже искала и не нашла. Сам справлюсь. Все родители возле себя кладут бумагу с информацией о их драгоценных детях, на которой можно узнать имя, возраст, рост, вес и обязательно доход. Я ищу жениха только среди местных жителей, с пекинской пропиской. Все, удачи. Как вы тут сидите? Это же такая неудобная штука. Надо какую-то лавочку. Хорошо, что тут тень. Слава богу, что солнце нет, согласна, конечно. Но вообще, ну все. Удачи, короче, вам. Ну, на самом деле, какой-то бессмысленный рынок. Выбора никакого. В общем, смысла я вообще не вижу. Если на него надеяться, то можно вообще так всю жизнь замуж и не выйти. И сидеть вот это в ожидании принца. Поэтому, друзья, если что, интернет вам в помощь. Ну, если никаких других альтернатив вы не можете себе придумать. Моя мать уже год не может найти мужа для моей сестры на таком рынке. Меня женить ей удалось гораздо быстрее. В Пекине, когда дело доходит до брака, дети прислушиваются к мнению родителей. Ведь именно они чаще всего подбирают им пару. И Шоу Линг не исключение. Он единственный кормилец семьи, поэтому ежедневно работает на моторикше, которую однажды купил за 2000 юаней. Привет! Привет, Шаолинь. Ну что ты, скажи мне, закончил работу уже свою? Еще нет, просто перерыв. Ну, уже 6 часов вечера. До скольки ты работаешь? До 9 вечера работаю. Сделаем тебе маленькую сиесту, так сказать. Скажи мне, пожалуйста, а ты что-то заканчивал, учился? Вообще нужны водительские права для того, чтобы работать в рикше? Для моторикши права не нужны, поэтому езжу без них. А, то есть любой может быть рикшей и водить. Слушай, так может быть и я? Что-то я не уверен, что ты умеешь водить. Еще разобьешь мне рикшу, что мне потом делать? Ой, правильно, я тебе хочу сказать, что я, честно говоря, бы и не взяла. Насколько это прибыльное занятие для тебя? В лучший месяц зарабатываю 3000 юаней. Слушай, а где ты живешь? В 10 метрах отсюда. То есть ты прямо живешь прямо здесь? Так это же центр города. Да. Тогда поехали, отвезешь меня. Я как раз 100 лет уже не ездила на рикшах. Господи, господи, только, пожалуйста, вези меня аккуратненько. Все, поехали. Оператор мой за мной бежит, бежит, бежит. Потому что он спортсмен. Но ехать пришлось недалеко. Оказывается, Шоу Линг вместе с супругой живут в Хутунах. Это жилые кварталы в самом центре столицы, которым по 700 лет. Китайское правительство сейчас либо сносит хутуны, чтобы застроить пространство современными зданиями, либо реконструирует их, чтобы сохранить культурное наследие. Но в некоторых из них еще живут люди. Моему герою это жилье досталось по наследству от бабушки, и они с женой сюда переехали. Шоу Линг был вынужден уехать на работу, поэтому попросил своего брата показать нам его жилье. Тут такая лестница, с ума сойти, капец. Как вы сюда поднимаетесь? Так, и вот тут вот вы живете, да? Вот тут вы спите, я правильно понимаю? О, тут хорошо вентилятор хоть немножечко такой. Потолок с моим карликовым ростом практически достаем до потолка, да? То есть даже подтянуться по-хорошему тут невозможно. Но самое страшное не это, господа. Самое страшное, что
Здесь есть телевизор. Это не страшно. Самое страшное, что квадратный метр здесь, в центре. Знаете сколько? Сядьте. Сядьте, спокойно успокойтесь и приготовьтесь. 20... Переведу дух. 20 тысяч долларов квадратный метр стоит здесь земля. Потому что это исторический центр. Но люди живут вот в таких условиях. Им это не принадлежит, они платят только за коммунальные услуги. Тут они спят. В принципе, и все. Вентилятор, телевизор. В большинстве домов в хутунах нет туалета и вообще канализации. Жители ходят в общественные туалеты. Поэтому платят они только за электричество около 80 юаней в месяц и покупают баллон с газом за 100 юаней, которого хватает на 4 месяца. Ну, что сказать, зато в центре люди живут, в самой гуще событий, так сказать. А вот родители Лиу Нин всю жизнь прожили в спальном районе Пекина, в своем собственном доме. И теперь каждую субботу они собираются всей семьей, чтобы пообедать и обсудить события прошедшей недели. Нихао. Нихао, привет. Ой, как у вас тут хорошо, прохладно, слушай. Такая жара. О, вот это мы пришли в китайский дом. Это у вас что, это гостиная, да? Это гостиная. Это вы здесь принимаете гостей, смотрите телевизор, да? Да, да. Ага, а там что? Там столовая и кухня. Нихао. Нихао. А, тут видишь, тут мамы тут лепят пельмени китайские. Вот это да! То есть кухня вот такая вот простая, обыкновенная кухня. А с чем пельмени? С мясом, разумеется. С мясом. А, и так вот они, видишь, у нас тут тушатся, в принципе, в таких сковородках, а тут в сковородках варят пельмени. А у нас пельмени варят в кастрюле. Это у вас вы приклеили, чтобы стенку не замазать. Да, да. Вот это, господа, я вам скажу, второй в моей жизни лайфхак, не побоюсь этого слова. Первый раз это было в Иордании, наверняка вы помните, застилали газовую плиту. А второй, чтобы стены были не грязные, наклеиваем пищевую пленочку и все. Боже, спасибо вам, теперь я буду знать. Площадь дома 240 квадратных метров. Первый этаж мы уже посмотрели, а вот на втором несколько спален и ванная комната. Вот только ванной тут не наблюдается. А ванны у вас нет? Нет. Нет? Нет. Нигде у вас ванны нет? Только душ. Только душ, а почему? В Китае ваннами никто не пользуется. Это трата времени и воды. И пока Лиу Нин показывала мне дом, я решила задать мой любимый вопрос про мужчин. А скажи мне, пожалуйста, какие вот мужчины в Китае ценятся? Вот на кого женщина обращает внимание? Для нас большое значение имеет образование, воспитание и его отношения с родителями. А если по всем пунктам все отлично, мужчина будет на расхват. Скажи мне, а женщины какие ценятся? Вот какие китайские женщины считаются красотка? Вот какие они? Красивая женщина – это умная женщина. Образование не менее важно и для нас. А уже потом внешность и манеры. Скажи мне, китайские женщины, они же вообще прячутся от солнца, чтобы, не дай бог, не загореть. А ты загорелая. То есть это как это? Пока множество женщин всячески пытаются спрятаться от солнца, я же с удовольствием езжу на море и загораю. Пока я смотрела дом, вся семья собралась в гостиной, и мы к ним присоединились. У Лиу Нин и ее брата по одному сыну, и больше детей они не планируют. На вопрос «почему?» отвечают просто. Нам бы с одним справиться. Чтобы вырастить ребенка в Пекине, надо много сил, энергии и денег. Ну, это во всем мире детей нужно растить, обучать, отдавать много времени. Это нормально, это не только в Китае. У нас с этим все сложнее. Из-за колоссального спроса очень трудно попасть в хороший детский сад, потом в школу и университет. Тебе постоянно кто-то наступает на пятки. А ограничиваться одной учебой при нашей конкуренции – непозволительная роскошь. Ребенка надо всячески развивать. В год на образование сына уходит порядка 80 тысяч юаней.
Поэтому еще к одному ребенку мы не готовы. А чем они занимаются в свободное время? Кроме школы, я учусь играть на гитаре, занимаюсь каллиграфией. Еще хожу на кунг-фу, футбол и настольный теннис. У нас каждый день расписан по минутам. В Пекине родительский авторитет с годами не теряет своей силы. Поэтому Лиу Нин и Лиу Цинбо в свои 40 лет все так же не будут перечить своим родителям. А это правда, что в китайских семьях, как вот родители скажут, так вот дети и все и делают? И вплоть до того, что и до сих пор, если родители против брака, то дети не будут жениться, если родители не дали разрешения. Несмотря на то, что все мы живем отдельно, родители участвуют в нашей жизни. Поэтому мы принимаем решения, опираясь на их советы. Вы были против, чтобы ваша дочка вот вышла замуж за Лю Цинбо? Изначально меня смущал рост будущего зятя, но наша дочь так долго с ним встречалась, что мы к нему привыкли и одобрили ее выбор. Серьезно, да? Вы на это обращали внимание? И они не прогадали, ведь с наступлением пенсионного возраста Лиу Цинбо помогает теще и тестю. Я так люблю танцевать, но заниматься танцами абсолютно нет времени. То дети, то работа, то собаки. Ну, вы сами понимаете, да, я думаю. В Пекине то же самое, ни у кого нет времени. Но наступает момент, когда все танцуют, и это пенсия. Мужчины в Пекине начинают получать пенсию с 60 лет, а женщины с 55. В редких случаях это происходит раньше. Для большинства жителей это один из самых счастливых моментов. Ведь приходит время пожить в свое удовольствие и заняться тем, о чем всегда мечтал, но откладывал на потом. И яркий тому пример – Ванг Хуай Сен. Глядя на вас, честно говоря, даже не верите, что вы пенсионерка. Вы до пенсии занимались танцами? Я всегда мечтала, но, к сожалению, было столько забот. Вот, я, кстати, так и думала. Мне тоже вот никак нет времени заниматься танцами, а я так это люблю. А вы часто тут встречаетесь, танцуете? Каждый день с 18:30 до 20:30. Почти в каждом парке Пекина вечером можно встретить толпы танцующих мужчин и женщин пенсионного возраста. Это повсеместно. И чтобы к ним присоединиться, не нужно никакого приглашения или разрешения. Идешь по парку, увидел танцующих и просто начинаешь танцевать вместе со всеми. Вот как я сейчас. В Пекине средняя пенсия составляет 3500 юаней, что для столицы является прожиточным минимумом. Поэтому часть жителей в период своей трудовой деятельности пытаются накопить небольшой капитал для безбедной старости. Ну а другие же считают детей своей главной инвестицией и возлагают все свои надежды на них. А вам на пенсии помогают дети? У детей я помощи не прошу, у них и так много расходов. А 4500 юаней, которые я получаю каждый месяц, мне хватает. А как вы на пенсии следите за своим здоровьем? Правильно питаюсь и танцую. Это помогает держать себя в форме. Выглядите потрясающе. Наверняка это и танцы, и движение, и образ жизни, и медицина, и внутреннее ваше состояние. А вообще классно быть на пенсии в Пекине? Или лучше работать? Я любила свою работу на почте, но кроме нее было столько еще забот. Дом, дети, родители. А теперь появилась возможность пожить для себя. Я счастлива. Счастье в наших с вами руках, и никогда не поздно воплотить в жизнь все свои юношеские мечты. В Пекине живет больше 20 миллионов человек. Их так много, что на самом деле невозможно однозначно сказать, какие они и как они живут. Потому что одни любят рис с курицей, а другие черепах со змеями. Одни лечатся традиционной медициной, а другие иглоукалыванием. Одни могут жениться по любви, а другим запрещают родители. Но ведь все же что-то их всех объединяет. И сами китайцы говорят, что это
Трудолюбие, желание быть первыми, патриотизм, дисциплинированность, умение справляться с любыми трудностями. Уважение и любовь к своим родителям. Но сколько бы нас ни было и какими разными мы бы не были, нас объединяет всех любовь. Ну и интерес к жизни других.